Привет всем! Вы на канале об украшениях Ирен Адлер. Сегодня, как вы поняли из названия, я буду показывать украшения из масс-маркета. Я периодически это делаю. И если вы знаете меня по видео о винтажных украшениях, об украшениях, найденных на барахолках, то сюрприз, я рассказываю не только о винтаже. Ну и если вы смотрите разные мои видео, я не раз говорила, что винтажные украшения нужно миксовать с современными. Это обязательно. Невозможно обвешаться полностью с ног до головы винтажом, выглядеть при этом актуально, ну как-то более-менее современно. Ну и вообще долго могу рассуждать на эту тему, поэтому не буду. В общем, вы поняли. Я хожу по магазинам, обязательно всегда смотрю украшения. Очень люблю сережки. В масс-маркете их можно купить по нормальной, реальной цене, даже если они в следующем сезоне вам уже надоест их носить или они станут какие-то немодные, неактуальные, то потраченных денег в принципе не жалко. Но изначально эти украшения имеют прекрасный вид. Иногда, конечно же, с них сходит покрытие. Ну, что мы хотим за эти деньги? Ну, а в принципе, всегда такие украшения должны быть в шкатулке. Их нужно миксовать с винтажом, просто носить. И это придает образу какую-то свежесть все-таки. Если же вам интересен винтаж только, то это видео вы можете смело пропускать. Но если вы считаете, что мои рассказы затянуты, то там, где меняется скорость на YouTube, я надеюсь, вы тоже знаете. Ну и сразу скажу парочку слов о специализации отдельных брендов. Конечно, не все магазины делают одинаковые украшения. И я бы сказала, что они абсолютно разные. Например, в Заре всегда украшения очень крупные, просто гигантские иногда бывают. Там очень много разнообразия разного вида металлов, матовые, глянцевые, разные материалы используются. Дальше. В Манго, например, чаще всего встречаются сережки средних размеров, очень много классических, которые подходят под все, но там тоже бывают и крупные серьги. Вот такие. Страдивариус делает очень дешевую бижутерию. В то же время она бывает достаточно качественная и некачественная тоже. Поэтому я иногда на что-то обращаю внимание. А вот это вот серьги Страдивариуса. Очень много у них бывает сережек с кристаллами, вечерние. Современный дизайн у этих сережек, кафы. В общем, все очень трендовое. Видите, это одна сережка, то есть вы ее как джекет закрываете сзади. Ну и Reserved, например, бренд, это украшения очень тонкие, нежные, изящные. Очень много у них цветочков. Цветочная тема, мне кажется, это их такой конек, потому что они у них выходят просто великолепные. Ну, а что же касается покрытия, конечно, оно зачастую бывает нестойкое. Ну, отсюда и цена на эти украшения. Но если украшений у вас много, то есть какое-то колье, например, не так часто носится, то, в принципе, их вам хватит на несколько лет. Что касается сережек, то так как они вообще мало соприкасаются с телом, то и покрытие в них
скажем так, на более долгий срок. Вот, но тут нужно смотреть от бренда к бренду. Я не могу вам, конечно, советовать, что это украшение на века, что тут позолота-то какая-то особенная. Нет, совсем нет. Но эти украшения всегда эффектные, всегда трендовые. И если вам нужно выглядеть свежо, актуально, современно, то, конечно, э, нужно хотя бы миксовать винтаж и современные украшения. Ну что, давайте уже пойдем в магазины, посмотрим, что там есть. Хотя, конечно же, на сайтах, на интернет-страницах этих брендов коллекция гораздо обширнее. И потом в каждом обычном магазине есть свой какой-то набор украшений, которые присущи какому-то региону. На этом я не буду останавливаться. У вас в магазинах могут быть совсем другие украшения. И потом самая главная проблема интернет-магазинов масс-маркета – это то, что не все украшения сфотографированы на моделях, и вообще никогда не указываются размеры украшения. А это очень важно при выборе, потому что украшение должно все-таки как-то сочетаться с вашими размерами. Например, у меня маленький рост, и если мне понравятся какие-то серьги, но они будут совершенно гигантских размеров, ориентированных хотя бы на женщину среднего роста, то мне такие украшения не подходят. Ну, а когда покупаешь в интернете, знаете, зачастую возвращать уже не хочется, там или лень. Ну, в общем, вы поняли всю эту проблему. Не знаю, может быть, для вас это не проблема, но иногда такие вот обзоры шопинга в реальных магазинах, когда мы смотрим своими глазами, это бывает полезно. Так что пойдемте в магазин. Начну я со Страдивариуса из браслетов, хотя я сама их не ношу, но на этих мне понравилась эмаль. Она не просто белая, а белая с перламутром. Эти браслеты можно сочетать с другими, которые есть тоже в Страдивариусе. И вот этот крупный браслет из коллекции Limited Edition просто очень-очень классный. Он пластиковый, и сейчас есть такая тенденция в трендах. Это прозрачное стекло и формы украшений, текучие формы, то есть такие вот каплевидные, все такие плавные изгибы. В Страдивариусе очень хорошо подхватили этот тренд, и у них, посмотрите, очень много такого вот пластика прозрачного. Серьги очень легкие, есть и комбинации с пластиком в одном украшении, и отдельно такие прозрачные украшения, они очень красиво смотрятся. А в этих сережках сочетание и каплевидных форм, и этого прозрачного пластика. На них даже скидка есть. И за счет того, что в этих украшениях есть этот пластик, они и более легкие. Особенно это важно для сережек. Ну и возникает такое чувство легкости украшений этих, несмотря на то, что они достаточно крупные. В общем, мне кажется, что эти вот прозрачные пластики, люцит, может быть, это, я не знаю, люди пока не оценили его, потому что украшения уже на скидках, наверное, там, я так думаю. Ну и вот тут есть в Страдивариусе серьги вишни. Кто не знает, это в прошлом году бренд Jacquemus показал серьги и кулон вишенки. И они произвели большой фурор. Ну а Stradivarius, как всегда, не отстает от трендов и делает дюпы.
Дюпы на серьги Bottega Veneta я уже не буду показывать. Я думаю, что вы знаете эти золотые капли. Ну а теперь эти вишенки. Почему бы и нет? Ну, вместе с вишенками есть еще клубнички. Клубнички более яркие, более насыщенный такой красный цвет, яркий. Вишенки все-таки вишневые. Немного инфантильно, но как яркий акцент на лето это очень хорошо смотрится. Очень хорошо. Дальше у Страдивариуса есть еще в коллекции Limited Edition украшения с перламутром. Вот такие серьги с перламутровыми цветами. Но я себе купила еще до этого серьги с дисками перламутровыми. Вы в начале видео могли их увидеть на мне. Есть комбинации с перламутром и с золотом. Но мне понравились просто вот 3 перламутровых диска. Смотрится, я подумала, что это... Подумала сначала, что это пластик, но я и хотела пластиковые серьги себе купить. И вот как раз посмотрите на мне серьги перламутровые с дисками и серьги я показываю с цветочками. Мне кажется, что с кружками смотрится гораздо эффектнее и ну как-то богаче, не знаю, цветочки, вот эта форма цветочка и серьги эти дешевят. В Манго я увидела тоже серьги с прозрачным люцитом, с прозрачным пластиком. Они уже на скидке. Здесь тоже такие же текущие формы, плавные, в сочетании с таким медовым прозрачным пластиком. Ну и всегда летом хочется надеть что-то яркое, яркие сережки хотя бы, если не одежду. Тут уж на свой вкус цвета настолько яркие можно подбирать, что просто прелесть. Главное это размер сережек. Эти серьги, это, конечно, все это пластиковые вставки, но серьги не, в частности, вот эти оранжево-зеленые, не очень легкие, не такие, чтобы они невесомые были. И длинные, в общем, очень крупные. Те предыдущие малиновые с оранжевым немного полегче, но они и не такие крупные. Очень красивые серьги в Манго, цветочки, такие гирлянды цветочные из тканей. Есть еще оранжевые, не только красные и бежевые, но еще оранжевые такие же цветочки. Они очень-очень легкие и в то же время они очень крупные. Ну, то есть, посмотрите, длина доходит практически до плеч. Не знаю, если цветочек сам не очень мелкий, поэтому если вы не носите крупные серьги, то, наверное, лучше не надо. Они очень акцентные, конечно, эффектные, легкие. И еще в Манго летняя коллекция есть из соломки. Соломка окрашена не в такие яркие цвета, как пластик. И она очень качественно, очень красиво смотрятся. И цветочки, и вот эти зеленые подвески. А вот бежевые цветочки, они не объемные, они плоские. Все эти украшения соломки, конечно, легкие, с льняными одеждами смотрятся очень хорошо. И они крупные. Ну, как раз этот материал их облегчает, поэтому это большой плюс. Перейду в Reserved. И Reserved тоже не отстает от трендов. У них тоже есть с прозрачным пластиком каплевидных форм украшения. Вот такие сережки и кулон к ним есть. Очень красивые, легкие. Это серьги-гвоздики. Неплохо смотрятся.
А, Дальше сережки с жемчугом мне очень понравились. Жемчуг, конечно, искусственный, но он смотрится как настоящий. Вот такие каскадные серьги. И на все это уже скидка. Ну, цены просто смешные. Можно выбирать. Эти серьги средних размеров, не тяжелые. Жемчуг искусственный, он очень легкий. Ну и, как я уже говорила, Резорт — это специалист по цветам. Цветочков у них очень много. Вот такие воздушные есть. И мне понравились из органзы цветочки. Здесь даже комплект таких украшений. Не знаю, буду ли я носить маленькие, но я взяла этот комплект, купила, конечно, ради цветочков из органзы с летними платьями цветастыми. Они очень будут хорошо смотреться. Эм, Есть и другие цветы в Резерде из пластика. Какой-то такой нежный пластик. Мне он напоминает, знаете, вот этот материал, с которого делают ногти. Не знаю, не очень сильно мне понравились эти цветочки. Есть еще удлиненный вариант с прозрачной капелькой. Ну и металлические цветы тоже есть. Вот такие розовые. Мне кажется, это металл, но я не уверена. Цветочки из органзы я даже взяла померить. В Резервде не заклеенные эти серьги, как, например, в Зара или в Страдивариусе. Их можно примерить, взять, открыть и надеть. Ну, в общем, как вы видите, примерка была успешной. Ну и закончим всеми любимой Зарой. Зара чемпион по гигантским украшениям, как я и сказала. У них были крупные серьги в течение последнего полугода. Ну, сейчас их только вот несколько штук. Как видите, они очень-очень большие. Это пластик. Серьги не то чтобы тяжелые, но и не легкие. Вот здесь вот такое крупное кольцо было, которое надевается на 2 пальца. Как я уже и говорила, Зара чемпион по гигантомании. И эти украшения лучше видеть вживую, потому что они действительно поражают. Ну, а эти милые сердечки мне просто понравились. Они керамические и с такими вот бантиками из бусинок. Смотрится очень мило, по-девчачьи. Я бы не сказала, что эти серьги слишком инфантильные для молодых девочек. Нет, вполне их можно носить и взрослым женщинам. Ну, знаете, сейчас есть такой тренд на стиль кокет, поэтому всюду мы видим бантики и на волосы, и это украшения, серьги. Все кругом с бантиками. Ну и, естественно, в этом году стиль бохо, он бьет все рекорды. Опять все модные дома показали эти ожерелья из гроздев, бус. Ну и в Заре все это есть. Все бусы пластиковые, но тут уж есть на любой вкус. Вот такие крупные жемчужины. Они увесистые, такие тяжеленькие. Большие колье более легкие, несмотря на свою массивность. Сколько здесь нити я не считала, но, наверное, 10 точно есть, мне кажется. Бусы под коралл. И я подумала сразу, что вот эти бусы подходят очень хорошо под наш украинский национальный костюм, под вышиванку можно надевать. Очень удачно. Ну и последнее в Заре, что было такое, не знаю, из забавного, смешного такого.
В этом году тренд идет еще на животных. Не знаю, как это сказать в одном слове. Ну, в общем, украшения с животными. И в Заре, конечно же, есть уже некоторые животные. Они выполнены из керамики, такие достаточно тяжеленькие, красивые. А, Кто хочет поиграть, как говорится, в этот тренд. А вот в Заре и рыбки, и слоники, птичка. Есть варианты. А на этом я буду заканчивать. Возможно, я показала не так много, но я выбрала то, что мне понравилось, что было хорошего качества, и то, что я бы порекомендовала, то, что можно купить. Ну, а выбор, конечно же, за вами. Я надеюсь, этот шопинг вам понравился. Всего хорошего. До встречи в следующем видео.